Сегодня я хочу поделиться с вами осенним рецептом вкусного тыквенного хлеба. Для этого нам понадобится 100 грамм стопроцентной пшеничной активной закваски, 280 грамм пшеничной муки с белком 13 и выше, 20 грамм пшеничной цельнозерновой муки, 7 грамм морской мелкой соли, 8 грамм меда, 120 грамм густого тыквенного пюре, 10 грамм оливкового масла первого отжима, 100-135 грамм холодной воды, может понадобиться меньше, если пюре более жидкое, а также 30 грамм обжаренных тыквенных семечек. Сперва необходимо приготовить тыквенное пюре. Я использую тыкву вида красная кюри. Можно использовать любой другой вид тыкв. Разрезаю пополам и удаляю всю сердцевину с семенами. Противень застилаю фольгой. В середину тыквы я добавляю где-то 5-10 грамм воды в каждую половинку. Переворачиваю срезом вниз. И добавляю еще несколько капель вокруг воды. Полностью заворачиваю тыкву в фольгу. Я запекаю тыкву в духовке 35 минут при 200 градусах. Если тыква более крупная, необходимо запекать чуть дольше. Готовность тыквы я проверяю шпажкой, она должна легко входить. Когда тыква еще теплая, я при помощи ложки извлекаю всю мякоть. Перекладываем всю мякоть с тыквы в кухонный комбайн и измельчаем. Если необходимо, можно добавить 5-10 грамм воды, но для данного рецепта необходимо более плотное пюре, поэтому я добавляю совсем чуть-чуть, чтобы облегчить измельчение тыквы. Теперь приступаем к замесу теста. В емкость для смешивания наливаем воду. Для данного рецепта лучше добавлять воду постепенно, начиная с минимального количества, предложенного по рецепту, чтобы тесто не получилось сильно жидким, если пюре у вас менее плотное, чем у меня. Затем в воду добавляем закваску, пюре и все немного перемешиваем лопаткой. Теперь добавляем всю муку и начинаю замес миксером на низкой скорости примерно 2-3 минуты до полного увлажнения всей муки. Как только мука вся вошла, я останавливаю миксер, закрываю тесто и оставляю на аутолис на 30-40 минут при комнатной температуре. У меня прошло 30 минут. Теперь необходимо добавить остальные ингредиенты. Сначала я добавляю мед и оливковое масло и замешиваю миксером до полного их вхождения в тесто.
Затем я добавляю соль и вымешиваю еще 2-3 минуты до полного ее растворения. Увлажняем руки и рабочую поверхность, выкладываем тесто и домешиваем отбиванием 1-2 минуты до гладкости. Перекладываем тесто в емкость, смазанную маслом, и отправляем на брожение на 3,5-4 часа. Вначале необходимо будет сделать каждые 30 минут 3-4 складывания и 1 ламинирование. У меня прошло 30 минут, я делаю первое складывание, растягиваю тесто от краев и складываю к середине. Таких складываний я повторю еще 2-3 каждые 30 минут. Тесто у меня бродит уже 2 часа, я сделала 3 обминки. Сейчас я буду делать ламинирование и добавлять семена. Увлажняем рабочую поверхность, выкладываем тесто и аккуратно растягиваем максимально. Стараемся не рвать тесто. Я подхватываю тесто снизу и пальцами постепенно растягиваю в разные стороны. На растянутое тесто равномерно распределяем семена, затем сворачиваем тесто рулетом и отправляем на брожение еще на 1,5-2 часа. Тесто у меня бродит при температуре 21-24 градуса. Прошло 4 часа брожения, я начинаю формовать хлеб. Я не делаю предформовку, потому что я хочу получить хлеб с порами различного размера. Если же вы хотите получить хлеб с более-менее равномерным мякишем, необходимо сделать предформовку. С данного количества теста получается 1 средний хлеб. Заготовку я немного растягиваю, дегазирую и формую продолговатую буханку. Присыпаем расстоечную корзинку смесью муки рисовой с пшеничной 1 к 1. Переносим тесто в корзинку, закрываем сверху пакетом и оставляем в холодильнике на расстойку при температуре от 5 до 10 градусов на 16-18 часов.
Тесто у меня пробродило в холодильнике около 17 часов. Заготовку я переношу на пергаментную бумагу. И теперь я хлеб хочу украсить сверху тыквенными семечками. Для того, чтобы семечки держались на поверхности хлеба, необходимо развести 1 чайную ложку закваски в 2-3 столовых ложках воды и данной смесью смазать поверхность хлеба. Затем присыпать семечками и сделать большой надрез сбоку. Поверхность хлеба я присыпаю сырыми необжаренными семенами тыквы. В тесто же я добавляла обжаренные семена. Тыквенный хлеб я выпекаю под крышкой первые 15 минут при температуре 250 градусов. Затем я снимаю крышку, уменьшаю температуру до 230 и допекаю еще 15 минут. Хлеб получается ароматным, с тонкой корочкой, нежным, ажурным мякишем внутри.